Друзья, привет! Мы сегодня в гостях у Кости и Юли. К тому, что трава это не наркотик, мне тут сказали недавно. Так оно и есть. Всем привет! Расскажи, пожалуйста, когда ты первый раз попробовал, познакомился с каннабисом и как это было? История была интересная. Был у нас тут, и сейчас есть военный аэродром. Ну, это был еще тогда Советский Союз, 80, как сейчас помню, 7-й год. Вот, и на том аэродроме служили представители, ну, кавказских народов, азиатских народов, среднеазиатских. Вот, таджики, узбеки, там, киргизы. Вот, и все они ходили в самоволку. Ага. Вот. Тут у нас на районе есть женское общежитие от ПТУ. И все эти солдатики по вечерам приходили к тому женскому общежитию в надежде на кусочек любви и счастья. Ага. Вот, с местными девушками. Ну их там, само собой, ловил патруль военный возле этой общаги. Вот. И как-то вечером мы сидели во дворе у себя возле своего дома, и бегут два солдатика, таджика. За ними несется патруль. А мы сидим возле подъезда и вход в подвал. Ну, в наш подвал. У нас там подвал был оборудован. Ну, как мы, дети потягали туда кресло, там ковер даже повесили, лампочку у нас там висела, мы там в карты играли. Вот. Проводили там время в этом подвале. И мы увидели этих бегущих двух таджиков, солдатиков. Ну и спасли их от патруля, спрятали их в этом нашем подвале. Им в подвале очень понравилось. Там обставлено, там действительно был классно деревянный пол, ковры и все. И ребятки, эти таджики, попросили у нас разрешения привезти в этот подвал девочек, которых они там, с которыми они познакомились возле общежития. Мы согласились, почему бы и нет. Вот. И один из этих таджиков угостил нас мацанкой, ну, ручником, планом настоящим. Отщипнул немножко, объяснил, как его курить. Вот. Ну и они там в этом подвале остались, а мы пошли с пацанами курить. Вот. Прямо буквально, я знаю, прям с первого раза, когда я покурил, я понял, что это, ну, то, чем я буду заниматься всю свою оставшуюся жизнь. А почему? То есть, что так повлияло? Конопля это, как сказать, катализатор, это ускоритель реакций, это открывает горизонты новые, ранее тобой не виданные. Когда ты употребишь немного совершенно, совсем чуть-чуть хорошего каннабиса, то как-то возможности твои становятся гораздо шире, понимание становится гораздо глубже, мир становится красивее и как-то, ну, открывает кругозор, расширяет сознание. Вот. Солнце становится более желтым, трава более зеленой. Ну, очень замечательное состояние. Нет никакой агрессии ни малейшей. То есть отпускают какие-то проблемы, находится решение проблем, о которых ты месяцами или там, допустим, неделями пытался найти решение. После 2 затяжек это решение находится само собой. Ну, если ты о нем, конечно же, думаешь. Ну, само собой, если ты прилагаешь какие-то усилия. Потому что многие могут подумать, что это просто решение к проблемам, а надо прилагать усилия. Ни в коем случае нет. Это ни в коем случае не решение проблем. Вообще использование психоактивных веществ это ни в коем случае невозможность убежать от проблем. Ну, это глупость, проблемы надо решать. Вернее, надо делать так, чтобы их вообще не возникало, в принципе. А если возникли, тогда уже решать. Жизнь в том и существует, в понимании, что ошибки неизбежны, это наш процесс обучения, без них мы никак. Само собой. Иначе мы вообще не поймем, куда двигаться. Ничего не делает. Вопрос к Юле. Когда у тебя было знакомство с марихуаной? Вообще расскажи про Узбекистан, это же интересно людям. Вообще, конечно, это очень интересно, что я, живя в Узбекистане, первый раз попробовала марихуану, находясь в Сочи, в Дагомысе. Я встретила там, ну, узбеков, как бы, что-то мы с ними разговорились, и они меня пригласили и дали попробовать покурить. Я покурила, была молодая, мне состояние было непонятным. В общем, я ушла из Дагомыса, и до Сочи я прошла пешком больше 40 километров. Вот в этом радужном состоянии. По дороге кушала мандарины, все, что росло, потому что это был бархатный сезон, это уже была осень. Ну, в общем, состояние мне очень понравилось. Когда я
в Сочи подошла к таксисту и спросила, как мне добраться до мотеля «Меридиан». Он мне говорит, а это где? Я говорю, в Дагомысе. Он говорит, так ты 45 километров от Дагомыса находишься. В общем, вот так произошло мое знакомство. Ну и, скажем так, мне сразу понравилось. Мне сразу понравилось, потому что Мандарины были очень вкусные. и мандарины были очень вкусные, и хурма, и вообще, и живописная природа. Ну, представьте, там это горы вокруг. Вообще было замечательно. Вот это время, то, что я прошла пешком, я его совершенно просто даже не заметила, сколько его там прошло, и так вот на едином дыхании. Было очень много позитивных эмоций, оно все туда Да, ушло. да. Второй вопрос – это какие негативные последствия вообще были связаны с коноплей, каннабисом? Да, есть. Я сейчас скажу, какие. Единственное негативное последствие, связанное с каннабисом, это то, что он находится вне закона. Вот. То есть любые движения с ним, это ты рискуешь свободой. Вот это единственное, не единственное, его не при... ну, как ты сформулировал вопрос? Негативные последствия. Вот это единственное негативное последствие от общения с каннабисом. То, что он вне закона. А так, каких-то негативных последствий касаемо там ухудшения физического состояния или там состояния, там, не знаю, умственного или ментального, душевного, духовного, все только хорошо и все только на высшем уровне вследствие употребления марихуаны. Никаких негативных последствий от нее, в принципе, я лично по себе не замечаю. Вот Я так. отвечу шуткой, что негативные последствия от травки это то, что она очень быстро кончается. Прям как Винни-Пух. Скажем так, у меня вот Бог миловал, не было никаких проблем с законом. Ну, как-то, в общем, отвел Господь, скажем так. А, конечно, очень жалко. Поэтому не молодых было людей. негативных последствий. Да, очень много молодых людей, которые, конечно, от этого пострадали, от этой дурацкой нашей наркополитики непонятной. Почему та же ромашка, которая растет в природе, которая считается лекарственной травой, она нигде не запрещена? Почему та же марихуана, которая как сорняк? Вот, например, в Узбекистане ее растет ну столько, что просто, ну куда ни ты не наступишь, ты наступишь на нее. В общем-то, и вот очень обидно, почему растение, которое создано так же Богом, как и все остальные, почему оно оказалось под запретом. Ну вот и Из-за денег. Почему? так что я тоже считаю, что единственный негатив это то, что наши высшие власти никак не могут прийти к тому, что это хорошее дело, это неплохое дело. Кстати, из негативных последствий я еще вспомнила. Негативные последствия, вот лично для меня, я 4 раза была замужем, но все мои браки распадались из-за того, что мои мужья относились к этому негативно. Понятно. Вот всем я их устраивала, а вот это страх в Вот глазах. эти стереотипы, навязанные им с телевизором Да. и за самым, устоявшимся мнением, что трава это наркотик. Ты был в Голландии, расскажи про людей в Голландии. Чем они тебе понравились? Единственное, кто в Голландии агрессивен, это велосипедисты, если ты заходишь пешком на их велосипедную дорожку. Вот это они Да, агрессивные. да. Они сбивают просто. Могут толкнуть, да, могут обругать даже. Люди в Голландии все спокойные, доброжелательные, улыбающиеся. То есть не стоит, да, если тебе нужна помощь, тебе не надо будет стоять на перекрестке и не знать, к кому обратиться. Первый попавшийся человек подойдет, даже сам спросит, какие у тебя проблемы, если ты будешь стоять с потерянным видом. Да, то есть, совсем другое отношение. За рубежом, в Европе, особенно в западной ее части, совсем другое отношение к людям. И между людьми совсем другие отношения. Я надеюсь, и вообще мы, наверное, надеемся, что у нас будет скоро тоже так. Что у нас люди станут просто добрее друг другу. Вот, и тогда третий наш вопрос. Какие позитивные последствия от употребления марихуаны вообще присутствуют? У меня была, в принципе, не очень легкая жизнь раньше, моя прошлая. У меня были неприятности с законом, и я немало лет провел в местах не столь отдаленных. Само собой, что у меня с нервной системой не все было в порядке. Вот, вследствие, так сказать, всех жизненных перипетий, выпавших на мою долю. Вот. И я очень легко заводился раньше и, в принципе, был крайне агрессивным человеком. Вот. И проблемным был человек в этом плане.
постоянно вступал в разные драки, пререкания и так далее и тому подобное. Вот. Когда я начал курить марихуану практически ежедневно, вот, агрессия моя просто улетучилась. Марихуана помогает мне огибать острые углы, помогает мне даже в случае чего убрать плечо, пропустить, как-то не накалять обстановку. Тем самым оберегая и мое покой, и покой окружающих меня людей. Вот в этом ее позитивная сторона. Ну, что говорить, начиная вот просто покуришь что-то сативное и уже сам обращаешь внимание, что у тебя появляется улыбка. Ты ее не контролируешь, она у тебя появилась на лице, и ты идешь и улыбаешься. Во-первых, настроение. Во-вторых, я не знаю, какие-то мысли, которые ведут к креативности, к творчеству. Я люблю писать стихи в этом состоянии, например. Я люблю заниматься чем-то, потому что это работа тут же, она меня вовлекает, и я называю это Золушкин приход. Вот я начала с мытья бонга своего, и все, и дальше у меня пошло, и в этом состоянии можно, в принципе, сделать ремонт в квартире даже, начиная просто вот. Так что я считаю, что вообще у В нее... этом состоянии получается все замечательно. Полностью, чем бы ты ни занимался, ты танцевать, делаешь все идеально. Перфекционизм вообще стопроцентный. И я считаю, что кроме как вот к миру, созиданию, чему-то прекрасному, хорошему, и я знаю, что благодаря марихуане я остаюсь позитивным, хорошо настроенным человеком, миролюбивым. Четвертый вопрос, на который мы уже получили ответ про зависимость. Я четко заявляю, каннабис это не наркотик. И почему я так четко об этом говорю? Потому что мне есть с чем сравнить. Я очень плотно знаком с настоящими наркотиками, с тяжелыми. У меня больше 30 лет системы на опиатах. И вот в этом я четко знаю, где грань между просто желанием покурить и реальной зависимостью. Трава не вызывает зависимости. Физической вообще, а психологической, это желание покурить есть. Нет того состояния, которое уже называется зависимостью, когда ты в любом, хочешь ты этого, не хочешь, ты вынужден подрываться и куда-то бежать, что-то где-то искать, потому что иначе ты просто не сможешь жить. Вот это зависимость. Когда тебе это вещество нужно для того, чтобы просто исполнять элементарные функции. Покушать, поесть, поспать, поработать. Если ты не можешь этого делать без вещества, это зависимость. А трава, есть там психологическая зависимость на том же уровне, как, допустим, хочется попить утром кофе. Но если кофе нет, ты перебился чаем и пошел дальше. Или вообще ничего не попил. Хотел бы еще добавить, ребята, прекращайте кормить барыг. Наш административно-процессуальный кодекс Украины предполагает наказание административное за выращивание до десятка растений. То есть штраф там, то есть все. Понятно, что я ни в коем случае не призываю вас нарушать закон, но лично я склонен все-таки не кормить барыг, а выращивать сам. Как-то мне кажется, что это все-таки гораздо удобнее. Вот все же. И ничего сложного в этом нет. Конопля сорняк. Она, в принципе, и без вас может вырасти. Главное, не мешайте ей расти. И все. А потом вы не представляете, какое это интересное хобби. Да. Это мы же, когда выращиваем ее, мы же перелопачиваем целую кучу информации, мы же печемся как о детях, там листочек пожелтел или потемнел. Ах, паника, что с ней, с моей девочкой? Последний вопрос в нашем интервью, это отношение к легализации. Хотя бы не не легализацию, хотя бы декриминализацию. Для начала, для да, начала, декриминализацию, депенализацию. А уже потом плавно и медленно, потому что на самом деле, что такое легализация? Резко так вот легализация это не просто трудно. бас и разрешили всем курить и растить, и все так просто. Легализация это не просто вывод вещества из нелегального рынка, из нелегального оборота. Это налаживание легального оборота этого вещества. И вот когда этот легальный оборот будет налажен, когда эта схема, колесо это завертится и начнет приносить деньги в бюджет, вот тогда будет легализация.
на самом деле все те, кто сейчас нелегально перепроизводит, просто станут легально производить, и они, И от них от их- потребуют качества. Конечно, качество, само Так, собой упадет цена тут же. Это выбьет, это сразу выбьет, так сказать, это заберет жирный кусок пирога у, так сказать, ну, у наркомафии. Тут же, потому Почему? цены Если они, упадут. а если они будут просто... Ну, перепрофилируются нет, а в крупных почему- производителей. Почему Да, бы, да, да, не, всё. не платить налоги тому же, Но они делать, но они делать будут плюс платить налоги. государству. Да. Вот и все. То есть они просто станут крупными производителями, никто не будет говорить, что они наркомафия, а будут говорить, что Ну, они они не станут крупные бизнесмены. производители, потому что уже Налогоплательщики. за рубежом уже есть крупные производители. Просто сюда зайдут эти. А у нас еще запрещен экспорт-импорт между странами. Вот в чем дело. Даже в Голландии, это в той же Голландии выращивают внутри. И в этом вся фишка, весь прикол, что выращивают внутри страны и с других стран не завозят. То есть убивает наркобизнес, который идет с других стран. Ну вот, да. А свой, скажем так, наркобизнес они переводят в нормальное поле юридическое. Получается, это уже не криминал. Они производят, продают, и все знают, что это за качество, что это за товар. И каждый может потребовать с этого товара. И будет здоровая конкуренция, и само собой упадет цена, так как будет здоровая конкуренция. Но если налоги не будут по 300%. Ну, вот есть же есть Как в государства, Израиле. которые это легализовали, и у них эта модель работает. Можно же посмотреть и глянуть. Понятное дело, что разница в менталитетах, разница в отношениях, ну и в культуре потребления, я так понимаю. Ну, Культура и мир, потребления. и мир не за один У нас день тоже есть строился. такая же кепочка. Культура Так что потребления. Мы залегалась. Всем сладкого дыма. Всем. Сладкого дыма.